Человек, у которого есть хорошая дубовая бочка, зиму встречает с оптимизмом. Раз есть бочка, значит будет и квашеная капуста. После лета бочку надо замочить, чтобы не осталось ни одной щелочки. Поправить кольца, распарить. Некоторые распаривают с дубовыми листьями, другие с листьями от смородины. Но самое главное, чтобы бочка была чистая, чтобы в ней не было никакого чуждого квашеной капусте запаха. А как прихватят первые морозцы, собирай капусту. Морковка, разумеется, не должна быть мороженой. А вот капуста, особенно если это капуста сорта Слава, такая приплюснутая, с тоненьким листом, хороша именно прихваченная морозцем. На 5 вилков капусты килограмма 2,5, а может быть и 3 моркови. Можно было натереть и на терке, но я люблю вот так, ножом, по-старому. Ведь год за годом уходят старые традиции. Уже целое поколение людей не способно отличить по-настоящему квашеную капусту от той, что все чаще попадается на рынках. Там капусту сначала накрошат в агрегатах без разбора, без понимания, без любви к продукту, традициям, уважения к едокам. Потом слегка посолят, добавят уксуса, сахара, утрамбуют и давай на рынок за прибылью. Да разве ж это квашеная капуста? Настоящая квашеная капуста – это, во-первых, праздник, а во-вторых, это лекарство для пищеварения, это витамины, настоящие, сохраненные в самом лучшем виде. Поэтому точи, парень, нож и берись за дело сам. Ни жена, ни мать одни с этим делом не справятся. Раньше знаешь, как было? У кого семья большая, так соберутся всей семьей. А если кто жил по квартирам, так собирались все родственники в одной квартире. И для этой семьи за один вечер нарезали и заквашивали капусту на всю зиму. 30 килограмм, а то и 40. А потом уговаривались и на другой день шли в другую квартиру. И так за несколько дней ноября каждая семья была обеспечена своей порцией квашеной капусты. Спасибо ушедшему поколению за то, что привили в нас трудолюбие, бережливость и, самое главное, вкус к хорошей еде. Вот этот таз сохранился в нашей семье с 70-х. Я беру капусты столько, сколько помещается между двух ладоней, несколько больше, чем пригоршни. В этом тазу помещается 4 такие пригоршни. А крупной соли беру ровно 1 горсть. Может быть, кто-то скажет, что это за единицы измерения, давай в килограммах, давай в граммах. Не верю я людям, которые готовят по граммам, миллилитрам, минутам и секундам. Я уже больше 50 лет вполне осознанно наблюдаю, как квасят капусту. Лет 35, даже больше, мы с супругой сами квасим капусту. И всегда пользуемся вот такими единицами измерения. А капуста получается каждый раз такую, что гости с собой просят. Вот перемяли капусту с солью, и она должна уменьшиться в объеме вдвое. И только теперь добавляем точно такую же, не то пригоршню, не то охапку моркови. Соотношение с капустой примерно 1 к 4. А теперь уже поаккуратнее, чтобы морковку не переломать раньше времени. Понежнее перемешали морковь с капустой и давай складывать в посудину. Послушайте главный секрет. Не в бочке дело. Отлично можно заквасить в стеклянной банке, в эмалированной кастрюле. Вон корейцы раньше квасили вообще в глиняных горшках, а теперь у них аккуратные пластиковые емкости, в которых кимчи получается ничуть не хуже. У кого какая посудина была, в той посуде и квасили капусту веками, тысячелетиями. Я однажды заквасил капусту в бочках из нержавеющей стали, и на вкус мы не смогли отличить капусту из дубовой бочки или капусту из любой нейтральной в химическом смысле слова посудины. А еще некоторые ошибочно полагают, будто дело в специях. Можно использовать семена укропа,
Можно использовать тмин, можно использовать даже зиру. Все эти специи одинаково облегчают пищеварение. Вот черный перец, либо душистый горошек – это да, это для вкуса, для задоринки. Не обходится дело и без традиционного лаврового листа, но много не надо. На каждый слой капусты по 2 листика. Все специи мы укладываем между слоями капусты, а каждый слой капусты тщательно трамбуем до тех пор, пока капустный сок наружу не выйдет. Не поверите, но в эту банку уместилось 4 тазика капусты. Вот что значит хорошая трамбовка мужскими кулаками. Видите, сок выступил наружу. Вот сейчас в капусте начинается образование того самого правильного вкуса. Тарелочку или крышку какую-то небольшую, а поверх гнет, чтобы капуста всегда оставалась покрытой соком. На период брожения капусту оставляем в тепле при температуре 20-22 градуса. Я не случайно переставляю банку в блюдо. Сок из банки может побежать. Когда мы квасим в деревянных бочках, то заранее ставим их в большие целлофановые пакеты. Если и побежит сок наружу, то не по полу кухни, а останется весь в пакете либо в блюде. После хорошо сделанной работы не грех выпить чаю. Я открываю шкаф с заваркой, меня окутывает аромат, и мысленно я переношусь на несколько столетий назад, когда город ждал прибытия каравана с чаем. Погонщики укладывали уставших верблюдов на землю, и амбалы-носильщики снимали с них тяжелые тюки. Этот тюк с чаем из Индии, а этот из самого Цейлона. Этот тюк из Китая. Так какой же чай выбрать? Какой купить? Можно, конечно, пройтись по торговым рядам и попробовать каждую заварку, выбрать свою любимую. Но я предпочитаю разнообразие, которое мне дарит чай Ахмад Ти. Когда я размышляю, какой же чай мне заварить, я прислушиваюсь к моему самочувствию. Смотрю, какая погода на улице, какой сезон на дворе. И в конце концов, выбор чая зависит еще и от еды. А что готовили до этого? А что собираетесь есть после того, как попьете чай? Иногда приходят гости, и мне приходится заваривать сразу 2 или 3 вида чая. Каждому по своему вкусу. Ну, вернемся к капусте. Спросите, откуда же может взяться лишний сок? А вот, посмотрите, его объем явно увеличился, ведь банка была неполная. А теперь из банки приятно пахнет чем-то кисленьким. А протыкаешь капусту, из нее газ выходит. И кислота, и этот углекислый газ являются продуктами жизнедеятельности особого вида молочно-кислых бактерий и дрожжей. Да, никто их специально не добавлял, а они живут вместе с нами в наших домах, в наших квартирах. Нам стоило позаботиться только о том, чтобы в капусте не завелись гнилостные бактерии. Вот те создают очень неприятный вкус и неприятный запах. Но такие бактерии могут развестись только в случае крайней нечистоплотности. А с нашей капустой все в порядке. Помутнение рассола, вот эти пузырьки воздуха говорят о том, что через день-два капусту можно в первый раз попробовать, а банку вынести на холод. Накопившаяся кислота и холод приостановят брожение. Капусту можно будет употреблять всю зиму. Сначала просто отжимая от лишнего сока, а в конце, может быть, придется и промывать. Кисленькой ядреной капусте хорошо добавить сладкого лука. А масло не просто улучшает вкус капусты, но еще и помогает усвоению витаминов из лука, из капусты, из моркови. Понимаете, наш организм сам подсказывает. Смотри, это вкусно, это приятно пахнет, это выглядит красиво. Подсказывает потому, что
ему, организму, вот такая еда очень полезна. Ну и мне ли учить русских людей, что квашеной капустой хорошо открывать стол? Ведь это знатная закуска и отличное начало выходных. Ну а что подать капусте? Поди и сами разберетесь. Не маленькие. Самое главное – передать подрастающему поколению традиции. Понимание, что вкусная еда неразрывно связана с трудом. Кто хорошо поработал, тот и вкусно кушать будет. Приятного вам аппетита и хороших выходных!